Всем привет! Поздравляю всех с наступающими новогодними и рождественскими праздниками! Вы на канале про красоту, косметику, макияж, уход за кожей, в общем, все, что связано с бьюти-темой. И, конечно же, большое спасибо, что зашли ко мне в гости на канал. В сегодняшнем видео будет максимально честный и непредвзятый обзор на Mystery Box, то есть секретный бокс от Charlotte Tilbury. Посмотрим, какое здесь наполнение косметики и настолько ли он шикарен, как обещает сама Charlotte Tilbury. И стоимость данного бьюти-бокса была 110 фунтов, но я купила его в Черную пятницу, когда были большие скидки и распродажи. Купила я его за 55 фунтов на официальном британском сайте Charlotte Tilbury. То, что я заказала на сайте Charlotte Tilbury, пришло вот в такой вот оригинальной коробочке. Здесь везде есть логотип самого бренда Charlotte Tilbury. В принципе, если вы заказываете на именно непосредственно официальных сайтах Charlotte Tilbury, там всегда косметика приходит именно в оригинальных коробочках, упаковках. И внутри здесь у меня непосредственно сам Beauty Box, точнее Mystery Box, секретная коробочка и еще кое-какие штучки, которые я заказала отдельно. Качество доставки и самой упаковки мне всегда нравится, когда я заказываю на официальном сайте. Все всегда приходит в хорошем состоянии. Никогда у меня ничего еще не случалось, что пришло что-то разбитое, разломанное. И даже вот, судя по самой упаковке, по самой картонной этой коробке, чувствуется, что это, конечно, люкс качества. И прежде чем мы сейчас откроем данную интересную такую вот коробочку от Charlotte Tilbury, нужно сказать, что в этом году вышло два варианта вот этих вот секретных боксов. Первый вариант в оттенке Pink в розовом варианте, и второй вариант, это который купила я, который у нас сегодня с вами на обзоре, это вариант Peach. И опять-таки, что касается самой упаковки, самой вот этой вот коробочки, она выглядит довольно хорошо, по-люксовому, качественно. То есть в руках, когда держишь, ощущается, что вы держите что-то такое люксовое. Поэтому, я думаю, было бы неплохо, даже если кому-то подарить в подарок данную такую вот коробочку. Например, маме или подружке, или, возможно, какой-нибудь коллеге по работе. Но мы тем временем открываем данную коробочку и посмотрим, что же здесь нас с вами ждет внутри. Вау! Я не знаю, расстраиваться мне или радоваться, но внутри здесь лежат, вот так вот одиноко лежат всего лишь 4 продукта мне попались. Первое, конечно, что бросается в глаза, и я взяла сейчас в руки, это вот такой вот ее стандартный увлажняющий Magic Cream. Объем здесь 15 миллилитров. Это такая мини-travel size формат. Второе у нас здесь это кремовые тени в оттенке Star Gold. И, к сожалению, у меня есть точно такая же однушка, поэтому это немножко такое расстройство для меня. Следующее, что я хочу достать из этой коробочки, это вот такие вот Matte Beauty Blush One. То есть это тоже знаменитые кремовые румяна в оттенке Peach Pop. Следующее у нас что здесь? Продукт, с которым я еще не знакома. Это у нас увлажняющий ликвид липстик. То есть какая-то увлажняющая жидкая помада в оттенке Nude Blur. И все. Ребята, на это все. Полностью пустая коробочка, ничего больше здесь нет. Ну, давайте тогда, что же делать, посмотрим поближе все эти чудо-средства, которые попались в данном Mystery Box. Крем от Charlotte Tilbury, здесь стандартный вариант крема, то есть у нее, насколько я знаю, вышло сейчас несколько вариантов данного крема. В такой вот, как в помпе есть, он более легкая, такая флюидная версия. И также гель-крем, тоже в такой вот похожей стеклянной баночке. Там более уже легкий вариант, нежели стандартный. Стандартный здесь, наверное, он понравится больше, я думаю, людям с кожей, которая склонная к сухости. У кого жирная кожа, я думаю, вряд ли понравится данное средство. И что же пишет об этом средстве сама Charlotte Tilbury на своем сайте, что это увлажняющий крем, просто волшебство в баночке, он разглаживает, укрепляет и наполняет кожу. Также готовит кожу к макияжу всего за один шаг. И клинически доказано, что он помогает укрепить кожный барьер. И в составе этого крема здесь есть витамин С, витамин Е, гиалуроновая кислота, и также он помогает
сделать такой вот лифтинг-эффект, как бы подтянуть кожу визуально. Сумел завоевать разные косметические награды в сфере, в разделе ухода за кожей лица. То есть здесь такой, скажем, отмеченный крем множеством разных косметических наград. Такой вот победитель. Это средство я знаю, у меня был точно такой же, я себе покупала, формат 15 мл данного крема, и я хочу сказать, что мне его хватило надолго, потому что оно действительно, он очень такой впитательный, в густой такой формуле, которой хватает маленькой действительно вот горошинки, чтобы нанести полностью на все лицо, то есть, можно сказать, такое экономное средство. И мне оно настолько понравилось, что небольшой спойлер, в этой же косметической коробке, которую я заказала себе полноразмерную версию данного средства. Я наносила, в основном использовала его в осенний, в уже холодный период времени года, и в зимний период времени года, когда очень сильно сушится кожа от перепадов температур, когда на улице, допустим, супер холодно, ветрено, захожу в помещение, здесь обогреватели, и такой супер горячий воздух сразу попадает. Поэтому, конечно, он действительно хорошо защищал именно кожный барьер. И, как мне показалось, он успокаивал кожу, когда у меня были какие-то раздражения и покраснения, кожа как-то более лучше себя начинала чувствовать. Следующее, что нам попадалось, это вот такие вот кремовые тени. Однушка от Charlotte Tilbury у меня в точно таком же оттенке есть, поэтому я даже сейчас не хочу данное средство открывать. Сводчи я обязательно вам закадровые вставлю, как это все выглядит, но могу сказать, это мой один из самых любимейших продуктов от этого бренда. Самые крутые, качественные кремовые тени, которые я когда-либо пробовала в жизни. Они отлично наносятся, отлично тушуются. Даже когда я без базы, без ничего, просто на голое веко наносила, они классно у меня, ну, по крайней мере, на моем веке, они классно фиксировались и хорошо не скатывались морщинки, хорошо держались в течение дня. Поэтому, если вы, например, задумывались о каких-то покупке кремовых теней, но не знали, какой бренд выбрать, смело могу посоветовать выбрать именно тени от данного бренда, от Charlotte Tilbury. Мой самый любимый оттенок это Мария Антуанетта, это старое название, или как сейчас они называются, Oyster Pearl, то есть устричная жемчужина, или как-то так это, наверное, по-русски будет звучать. Вот он вообще шикарный, такой красивый золотистый тауповый оттенок, который, мне кажется, подойдет просто всем, и блондинкам, и брюнеткам, и рыженьким, и даже для дневного макияжа очень красиво, так элегантно выглядит. Второй мой любимейший оттенок от данного бренда это оттенок под названием Champagne. Супер интеллигентный, классный оттенок для дневного макияжа. И последнее, что стоит сказать об этом продукте, это то, что довольно хорошего качества в том плане, что очень долго не засыхают эти тени, как это может быть с другими. Я покупала как-то кремовые тени от Bobbi Brown, от Tom Ford у меня тоже были, и они жутко быстро засыхали. Особенно тени от Bobbi Brown у меня полностью высохли через 4 месяца. То вот такие вот однушки у меня уже 1,5 года, и они абсолютно как новенькие. Следующее средство матовые румяна, кремовые матовые румяна от Charlotte Tilbury. У меня есть уже такие же самые румяна, но в другом оттенке. Поэтому хорошо, что здесь у меня совершенно другой оттенок попался. Оттенок здесь у нас Peach Pop. У меня в оттенке, который есть, это Pink Pop в розовом оттенке, но оттенок Peach в румянах я тоже обожаю. Давайте-ка откроем, посмотрим, посмотрим, что здесь за оттеночек. Супер-супер кремовые. И, а ну-ка, попробуем растушевать все это дело. Очень красивый, слушайте, такой оттенок. Мне кажется, будет супер классно освежать. И для лета вообще шикарный. Думаю, его можно даже и на губы будет нанести в качестве такой легкой помады. И что еще, наверное, стоит сказать по поводу данных матовых румян, это то, что если вы их нанесли, то нужно, конечно, лучше всего сразу моментально растушевывать, так как он довольно быстро застывает, довольно быстро фиксируется. Даже сейчас вот на руке я сводчила и моментально, буквально за 10 секунд уже полностью схватился, взялся данный продукт. Давайте-ка я сейчас попробую сделать еще одну вот такую вот полосу, более жирненькую, чтобы более четко, ярко было заметно оттеночек сам. На камере я сейчас смотрю, здесь, конечно, он больше передается в какую-то розовинку, но в жизни он более персиковый, конечно. И данные, кстати, вот такие вот оттенки персиковые в румянах очень хорошо для тех, у кого есть постакне, такие вот, знаете, синячки, как бы, или пигментные пятнышки от прыщичков, потому что именно такие вот теплые оттенки румян, они будут визуально скрывать, маскировать, в отличие от каких-то холодных розовых.
цветов, оттенков, холодные розовые, они наоборот еще больше как будто выделяют все вот эти вот синячки, пигментные пятна, если есть на коже, поэтому кто не знал, скажем, такого лайфхака, берите себе, девчонки, на заметку. Ну и что у нас дальше, точнее последнее средство, которое попалось, это вот такая вот Matte Meets Moisture Liquid Lipstick, то есть какая-то матовая, увлажняющая помада должна быть, я так понимаю, жидкая помада. Давайте посмотрим. Оттенок здесь Nude Blur. Выглядит довольно как-то рыженько, рыжеватенько в баночке. Посмотрим, давайте сводч как будет выглядеть. Но сама упаковка мне, конечно, нравится. Очень так красиво все, максимально по-люксовому. Смотрится и в руках чувствуется тоже. Вау, сколько много сразу продукта набралось. Так, куда бы нам нанести? Здесь уже все, все в румянах. Давайте, наверное, тогда на эту руку попробую нанести. Помада супер быстро не фиксируется, то есть я нанесла, прошло буквально сейчас секунд 20, она еще не успела засохнуть, поэтому давайте попробую-ка ее растушевать немножечко. И по ощущениям, по сводчу, потому как она тушуется и выглядит сейчас на коже, напоминает мне корейские матовые суфле помады. Ну и вот, собственно, в растушеванном варианте, как она смотрится, и если нанести, допустим, вот плотным слоем. Несмотря на то, что здесь указано, что это матовая помада, но, как я уже сказала, это не классическая матовая помада, которая быстро за секунду застывает, фиксируется и супер сушит губы. Здесь это уже именно такая помада суфле. Ну что ж, друзья мои, коротко резюмируя сегодня все увиденное, это косметическое безобразие, если так можно выразиться, я могу сказать, что я полностью разочарована, потому что я ожидала, конечно, абсолютно другое наполнение. Ожидала я абсолютно другое наполнение, потому что перед покупкой данного бьюти-бокса я посмотрела на YouTube видео у британских бьюти-блогеров. У них оно почему-то вышло уже практически 5 месяцев назад. Обзоры на данный Mystery Box чуть ли не полгода назад. И у всех, как у одной, просто одно и то же наполнение было. А наполнение у всех было следующее. Это спрей для лица в полном размере, крем для тела в travel формате, мини-крем для лица, который нам сегодня попался, увлажняющий ее Magic Cream, жидкий хайлайтер румяна в оттенке пингаз, сухой хайлайтер там также был, тушь была. Также была шикарная палетка теней. И еще что я заметила, практически у всех даже были самплы. Хотя бы 2 сампла, там крема какого-то или что-то такого положили. То здесь у меня ни сампла не было, ничего. И получается, что у них у всех было 7 единиц косметики, 7 штук разной косметики. И когда, конечно, смотришь на их, когда я смотрела на их вот эти вот все Mystery Box, с которых чуть ли не вываливается оттуда косметика, и в то же время открываю я свой бьюти-бокс, и там просто одиноко как-то, знаете, скромненько так лежат всего лишь 4 продукта. Естественно, знаете, такое вот разочарование. Просто классика ожидания и реальность. Ну и плюс ко всему на сайте при покупке там было указано видео тоже, что находятся примерно 7 продуктов в этом Mystery Box. В общем, ребята, какой-то, знаете, просто кругом обман, кругом неправда. Очень, конечно, от этого грустно. Пишите обязательно в комментариях, насколько бы вы были рады данному бьюти-боксу, точнее данному, почему я постоянно называю бьюти-бокс, непонятно, данному Mystery Box, секретному боксу от Charlotte Tilbury. Если бы вам попался точно такой же, в котором всего лишь 4 продукта скромненько где-то в уголочке лежат, насколько бы вы были ему рады, или же наоборот, точно так же, как и я, расстроились, пишите в комментариях, в общем, все, что вы думаете по этому поводу. Ну и давайте сейчас под конец видео я покажу вам, что же я заказала сама самостоятельно. Это уже не кот в мешке, это то, что я сама выбрала на сайте. Так как были большие скидки по 50%, я решила заказать себе еще вот такой вот ночной Magic Cream от Charlotte Tilbury. И также был по хорошей цене набор ее обычного стандартного увлажняющего крема, который мы находили ранее в этом бьюти-боксе. Стоимость его была, по-моему, что-то около 70 фунтов. В любом случае, я здесь с помощью магии монтажа вам ставлю все цены, расценки, сколько что стоило. И здесь получается набор из 2 средств был. 15 миллилитров, точно такой же, который мы находили сегодня, и
в объеме 30 миллилитров я себе взяла. И интересно, что в объеме 30 миллилитров так красивенько по-новогоднему он упакован, завязан таким вот симпатичным бантиком. Ну, про данный вариант я уже рассказала в начале видео, поэтому повторяться не буду. А вот что касается ночного варианта, я взяла в объеме 50 миллилитров, и с моей стороны это был такой небольшой риск, потому что данным средством я еще ни разу не пользовалась, но есть надежда на то, что, конечно, он мне тоже понравится, так же, как ее обычный дневной стандартный Magic Cream. И, кроме того, как я уже сказала, здесь была очень хорошая, прям хорошая такая вот скидочка на него. Также это средство отмечено многими косметическими наградами в сфере ухода за кожей. Ну и сама Шарлотт Тилбери, она обещает, что этот крем, он с эффектом упругости дает наполнение кожи, подтягивает, такой вот лифтинг-эффект. Ну и, конечно же, его наносить нужно только лишь перед сном. Это такой вот ночной обновляющий, подтягивающий, омолаживающий крем для лица. В течение сна ночью он должен напитывать кожу влагой. Также здесь в составе есть стволовые клетки, ретинол, коэнзим Q10 и витамин Е. Коротко говоря, на утро Шарлотт Тилбери обещает, что должен быть просто какой-то чудо-эффект мы должны получить после использования этого крема. Давайте-ка посмотрим, какая у него текстура. Я прям при вас открываю первый раз эту баночку с кремом. Мне самой интересно посмотреть, насколько он увлажняющий, насколько он питательный. Но, по крайней мере, вот сейчас... Ой, попадало все. По крайней мере, он сейчас вот в баночке выглядит, знаете, как такой вот плотный гель. Попробую его немножечко набрать. Конечно, у меня нет этой лопаточки. Очень, кстати, странно, почему такое дорогое средство не входит в набор лопаточка. Мне кажется, это логично, потому что как бы в банку руками лезть это не очень хорошая идея. Так. Слушайте, ну вот по первым впечатлениям, когда я его только нанесла, мне показалось что-то довольно легенькое, такое гелевое, но вот сейчас, растерев крем полностью по всей руке, ощущается, знаете, супер что-то такое, наверное, да, питательное и немножко с какой-то такой вот вазелиновой ноткой. И здесь есть такой приятный расслабляющий аромат жасмина, но очень легенький. Абсолютно легенький, ну не такой вот, не ядреный, то есть что-то очень легкое и приятненькое. Опять же таки, наверное, у кого жирная кожа или комбинированная, склонная к жирности, я думаю, даже в качестве ночного средства вряд ли вам понравится такой суперпитательный крем. Но вот у кого очень сухая кожа, я думаю, это будет таким, можно сказать, спасением, терапией. Бьюти-терапией для кожи. Ну, в любом случае, конечно, я попользуюсь хотя бы месяц данным кремом, и потом в одном из своих следующих видео обязательно расскажу более подробно, были ли какие-то от него положительные изменения с моей кожей. Ну и последнее, что у меня было, это вот такой вот Face Oil, масло для лица. Его я не покупала, так как я до этого делала покупки уже на сайте у Шарлотт Тилбери. Это я, как бы, скажем так, за поинты, да. У меня скопилось некое количество баллов, и я обменяла их на вот такой вот мини-размер данного масла для лица. Здесь 8 миллилитров, и мне кажется, этого более чем достаточно, потому что масло для лица, его нужно буквально парочку капель, много абсолютно нельзя наносить, потому что можно и поры забить. Ну, в общем-то, не очень хорошо, когда в большом количестве, а вот именно пару, 2-3 капли, растерев на руки, немножечко прикладывающими движениями, будет замечательно. Я думаю, довольно, ну, хотя бы месяца на 3 при ежедневном применении, думаю, точно хватит данного средства. Ну, и на сайте здесь, сейчас я вот читаю описание о данном масле. Здесь указано, что это коллагеновое масло, то есть, я так понимаю, здесь коллаген должен входить в состав, растительные экстракты для кожи, и кожа должна после него будет выглядеть сияющей, упругой и здоровой. Подходит. Указано еще, что подходит для всех типов кожи, с тонким ароматом смеси эфирных масел, вдохновленной спа-процедурами. Ну, кстати, да, действительно, напоминаю, что такое, знаете, когда вот в спа-салон идешь и всякие процедурки для лица там делают, действительно, есть такой какой-то флешбэк. Ну что ж, друзья мои, вот такой вот у нас сегодня с вами получился обзор. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Возможно, я смогла вас как-то развлечь, вы смогли получить нужную вам информацию
информацию. Пишите обязательно в комментариях, что вы думаете по поводу всей этой косметики, увиденной в сегодняшнем видео. Ставьте обязательно лайк этому видео, если оно вам понравилось. Ну, если не понравилось, то тогда ставьте дизлайк. В любом случае, любая активность помогает развитию этого канала. Я на сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока.